Всем привет! Начинаем стрим. Продолжаем наш проект. И так далее и тому подобие. Итак. Итак, на чем мы остановились? На карточках их там много, да, показывала, выбивала. Сейчас мы вот я поставил брейкпоинт, будем проверять. Что там, чего там, куда там. И так далее и тому подобие. Запускаемся. О, приветствую. Привет, Дендро. Ты чё, дурак? Как дела? Шопер подключения. Здорово, здорово. Так, значит, play. Good, good, это хорошо. Да ну, смотреть. В целом нормально. О. Я good, а ты? Я уже ответил, да. Ну, как посмотреть, короче, про меня. Так. Так, нет. Подожди, F10. Не та кнопочка. Так, main контроллер, да, он нашел, все хорошо. Заранее там записано. И вот он, card info, он 3 штучки его создает. Но почему-то он его добавил заново. Раз, два, три. Сделал visible. Как бы continue. И вот сразу вторая залетает. Вот поэтому, наверное, потому что он там, видимо, 2 раза левел получает. Так, давай немножко подправим здесь. Вот так вот сделаем. Раз, два. И... подожди, в смысле 1. 2 раза должен сделаться. А он все равно... Раз... Все равно пачку добавил. Ага. О, это интересно. Сегодня такой прикол был. Я нашел механику того, как игра определяет то, что игрок находится в падении и не вызывает анимацию падения повторно. Определяет то, что игрок находится в падении, не вызывает. Они там бул какой-нибудь ставят, что ли? Или там что-то поинтереснее? Но оказалось, что я смотрел параметры DS3, а в ELD оно по-другому побит. Робот. Понял. Так, а что там, как он? Бул какой-нибудь? Или там какая-нибудь интереснее система? Так, давай проверим вот это. Там добавляется эффект с кучей параметрами. Короче, там начало, небось, ставится, обозначается то, что когда началось и когда закончилось. Если вот не было вот этого переходного периода, то он не возобновляет ее. Я правильно понял? И одна строчка у этого эффекта отвечает за состояние анимации. Так. Ты говоришь про Animatify? Ну, не совсем, но да, про ту же логику. Так, сюда. Сюда.
Посмотрим. Так, вот он один раз остался. Все, второго раза нету, то есть все окей. Пошел левелап первый раз. Вот он залетел. Может, он здесь где-то в цикле 2 раза триггерит. Не, подожди, левел. Я, походу, делегат где-то не туда засунул. S level up. Я его в цикл засунул. Подожди, ну так все правильно. Он же в цикле этого работает плеера, а плеер-то единичный. Давай сюда. Даже сюда. То есть брейк полетел, вот он выдал нам карточки. Ну все, прекращай. Выдал нам карточки, хорошо. И потом там путь собрал и запустил эту всю историю. Хорошо. И вот мы залетаем сюда, и вот мы единожды его вызываем, и все, больше мы его не вызываем. Осуждаю. Я понял, почему он 2 раза это делает. Проверка нужна одна. Блин, я не помню, как сейчас. Ну, может, я зря парюсь. Я ведь ориентируюсь на вики по моддингу. В DS3 этот спецэффект от анимы делает состояние падения, а в ELD тот же эффект назначает состояние парирования. Так, зря. Интересно. Парирование, прыжок, они это как? Вот и сделаю, что состояние парирования не даст запустить аниму падения заново. Вот у нас есть вот эта вот часть. Standalone Listen сервер, dedicated сервер, частности, а чистый сервер. Смотрите, в чем прикол. Нам нужно спросить его. Просто у нас 2-й раз здесь запускается на сервере. Он опять бродкаст делает. If не standalone, тогда он запускает эту всю историю. Что? Вот сделать состояние парирования, да, это интересный подход. Вот оно в чем дело было. Проверяем, все ли у нас теперь работает. Раз, промазал, не достал. 2. Пускаем. Все, 3. Как нам и надо было. Все четко. Все очень четко. Нас это устраивает. Единственное, что я бы все-таки уменьшил ему 310, 450, 410. Вот такой вот сделал чуть-чуть. Просто так мне захотелось. Есть контакт. Теперь... Кстати, а почему он... Он не указал, потому что в этом не было указано. В
в этих товарищах. Матекс. Есть какой-нибудь была с маленькой. Делить. Так и будет. Сейчас посмотрим, что с текстом произойдет. Ибо там текста, да, вот оно в чем дело. Текст нужно засунуть в этот, в скролл, вот эту вот историю. Картинки сделать чуть поменьше. Этот чуть повыше еще поднести его. И чуть пошире их сделать. Но это такая сейчас марафет. Он нафиг не нужен, конечно, но почему бы и нет. 500, 400. Мы его вытянем, а текст мы обернем. Скроллбокс. Скроллбокс. Дело в том, что он там как-то работает интересно. Я не помню. То ли его надо оборачивать в Sizebox. Или как он будет работать, а ну-ка. Второй скелет. Да, и скроллбокса нет. Скорее всего, его надо обернуть в Sizebox и дать ему какую-то четкую эту. Видх мы не трогаем, видх он растянут, а вот и у него там 200. 200 это много. 100 в самый раз. Ой, как весело. Все. Оп. 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 Да, и вот есть. Все отлично. Хорошо. Меня это устраивает. И поднять еще вверх его. Position. Так, ну центр мы не трогаем. Ну, в смысле, по этому. X мы трогаем по Y его. Ладно, 80 сделаем. Хорошо. Еще раз смотрим, что и как. Дальше нам надо остановить игру, чтобы в этот момент останавливалась игра. Плюс вот эта вот вся история, она должна быть батоном. По факту. Мы ее сделаем батоном, но... Она триггерит эту всю фигню, да. Хорошо. Ой. Закрыть. Погнали. Остановим игру. По-моему, у нас идет как time dilation, правильно? И, в принципе, это может делать и контроллер. Ты знаешь, что такое контроллер. Контроллер, причем у тебя это получается... Он enemy dead. Там через Get World, по-моему, time dilation. По факту вот этот товарищ срабатывает. Все, вот он нашел. Он отправил картонки. И вот здесь вот Wing this.
Quick this. Get world. Get world. Set time. Get times нет. Time. Значит, time dilation через какой-то этот статик метод вызывается. Time. Так, я, наверное, этот вопрос с time dilation задам, знаете, кому? Клауди. Вроде нормально. Шарит, он быстро отвечает. Не так тупит, как ГПТ. Начал тупить, понял. Так, пауза полностью ставится все. А player control, PC get well, get first. Player controller, PC set pause, true. Остановить физику, тики, таймеры, анимации. Все самое простое наверное, для меню паузы. Знаешь, для меня это ускоряет время. Это полная остановка. Если это меню паузы, set pause, это стандартный путь. Ее продолжает работать, пока игра стоит. Set pause. Если это игровой эффект, slow motion. Привет. С днем кроншнепа. Привет. Взаимно. Ох уж эти дни. То есть через set паузу говорит. Делать. Так, set пауза у нас через контроллер вызывается. К контроллеру у нас есть он доступ. Мы спокойно можем взять его, достать и погнали. Но, подожди, дай подумать. Зачем нам отсюда его доставать, если мы S-Level Up можем сразу вызвать? Он уже в контроллере происходит. И как раз таки он на сервере это вызовет. То есть послал, отправил делегат и set pause. Set pause true. Физику, тики, таймеры, анимации. Все самое простое для меню паузы. Так. Так, если это меню пауз это стандартный путь. UI продолжает работать, пока игра стоит. Вот это нам и надо. Dilation это больше используется для замедления именно. И вытаскивается он через Get World Settings. Окей-доки. Set pause. Окей, мы отправили. Касаемо DLSS 5. Из того, что я узнал, там схема как с первой версии DLSS, то есть ручная настройка. В демонстрации просто выкрутили все ползунки на максимум, чтоб было все видно, оттого и вышло так. Да там, я же говорю, там просто промпт забили, вот этот, сделай хорошо, красиво. На деле же есть степень интенсивности эффекта и запрет изменения, если надо. Слушай, ну это они так сказали. А что они скажут? Все недовольны, они такие. Да не переживайте, настраивать ничего нельзя, так и будет. Плюс я порадовался, когда вот я вчера начало стрима не знал этого, я потом после стрима это узнал. Потому что эта фигня на двух этих запускалась. 50-90. О! Это ж гениально, это гениально. Они такие, мол, блин, мы продаем всего по одной карточке. Вот сейчас стоит 4 косаря. Как бы сделать, чтобы зарабатывать больше? А давайте мы, короче, сдадим какую-то технологию, которая нахер не надо. Вот. Она нафиг не нужна. И чтобы она на второй видеокарте запускалась. И мы будем тогда 2 видеокарты продавать. Вообще кайф. Они ради этого вернулись ли? Это что?
Сейчас, секунду. У меня есть вера в технологию, но не сейчас. Это как с апскейлерами текстур в эмуляторах. Э, Не знаю, я бы больше поверил в то, что сам человек мог бы настраивать, условно, промпт забивать Это способ какой-нибудь и объединять выбирать. мощи двух видеокарт. Технология пропала лет 8 назад. Зумерам не понять. Это, ну да, да, да. Э, Так вот, забивать условно как-то и самому, чтобы оно настраивало. Но это все равно убивает. Это у каждого своя история. Вот эта вот история, ну, в смысле, визуала будет. Короче, мне кажется, это шляпа. Это прям, это ужасно. Это как и с рейтрейсингом этим. Я его никогда не включал. Ну, точнее, ну, не включал, имеется в виду, чтобы на постоянку играть с ним. То есть, если он есть, я его отключаю. Если там, как в Думе, ну, то он без вариантов, как бы. Ну, вот включил один раз в Киберпанке. Привет, привет! Привет! Мы с женой посидели, так посмотрели, какая разница. Вот там, ну, лужа вроде как-то что-то отличается. Вот это, понятно, классная технология. До свидания, все, отключите и идите нахер. А здесь, ну, этот, как мне понравился коммент один под этим, как там, слоп-трейсинг, вот. У нас был пас-трейсинг, потом рейтрейсинг, теперь слоп-трейсинг. Так что мы идем к слоп-трейсингу. Так. В общем, то, что показали, мне не понравилось. Угадать мерзость. Религиозные споры. Да. Реализм, ну... Мы уже достигли того реализма, который все, дальше в графике, ну, смысла идти некуда. Я помню просто, как РДР воспринимался, когда я в него играл. Я в него играл на PlayStation 4, блин. И он тогда реалистично смотрелся. Это я его не запускал во всяких 4К с рейтрейсингами. Что там происходит на компе. Сейчас могу. Уже что-то играть. Ну, в общем. И он смотрится отлично, он обалденно смотрится. Дальше, ну, куда дальше? Куда, зачем? Оно же отвратительно смотрится. Просто, когда прям вот именно что как выглядит как фильм, оно, вот эти вот все неловкие повороты у неписей, это пипец, это ужасно. То есть, когда игровая идет, ты как-то, ну... На это не обращаешь внимания. Снова имеет интересные перспективы как раз в сторону уникального арта, а не реализма. Уникального арта? Ну, скорее всего, да. Вот уникального арта, да. Но то, что реализм, это шляпа. Это слоп-трейсинг. Все, я теперь так называю эту парашу. Слоп-трейсинг. Так, а я не помню, дел нет. Надо перезапустить. Подожди, у нас on card selected. Вот у нас есть этот. Надо подвязаться на begin play. На вот эту вот всю историю. .add new object is main controller. Ну, из того, что я увидел, я считаю, что это хрень полная. Ну, вот... как бы можно защищать, говорить вот, а они это еще доработают. С этим было то же самое. А нафига показывали тогда, если так херово? Нафига показывали? Зачем показывали? Так. Что, чтобы акции поднялись, что вот мы... Новая технология. У нас теперь мы будем две карточки продавать. Сейчас бы Unreal нормально требования свои скалировал, и вообще отлично было бы. А то делает всякие PS1 хорроры, в которых 3 пиксельных полигона, но требует минимум 3060. Такие технологии хочу. Ну это норма. Это норма блюпринтов. Будем так говорить. Ух, сейчас набегут. Те, кто не понял троллинга. Так.
Да. Давай блокировай DLSS в своих проектах. Так ты ж можешь не добавлять его. Кто тебе мешает? Ну, там какой-нибудь 4, вот это 4.5 добавить, а 5 не добавлять. Но это не делается, это другая совсем технология. Я не знаю, ну, нафига они вот это вот сказали, что, мол, это DLSS 5. Мне интересно, что DLSS 5 сделает с Майнкрафтом. А там же уже мемасы пошли, там, где вот этот осел, который... А я спецом заблокаю, чтоб даже мододелы не смогли внедрить. Сразу бан по этому, по железу, да, как только добавляется туда это. Сразу все, что больше программа не запускалась. Все. Скачивалась. Так вот, по поводу этот осел там попадается, осел Шрека, мол. Смешно, короче. Короче, то, что показали, я недоволен. В сотый раз скажу. Потому, что сейчас в трендах слапизации и экономия везде, а если эту технологию развить, можно сильно экономить на разработке графики, ибо без DLSS это могут быть чисто бестекстурные кубы. Конечно, пока рановато, но, думаю, в эту сторону движется. Ну, тебе же все равно нужно описать, какой куб, что будет. Иначе у тебя бочка условная, ты на нее смотришь, она там как бочка, потом ты, ну, как деревянная бочка, потом ты отворачиваешься рыцарем своим, поворачиваешься, а там нефтяная бочка стоит. Ну, то есть оно ж как бы такое дело. Ну, я понимаю, я сильно сейчас проутрировал это, но тем не менее. Так, а можно мне, пожалуйста, нельзя, да? Давай вот тут сделаем его. Card selected. То есть тебе все равно-то описывать надо будет, что это там, к чему. Это, конечно, проще, чем текстуры рисовать. Но ты просто описываешь это, возможно, каждый объект будет просто промптом, а не создаешь детальные модели, реалистичные текстуры и так далее. Давай. Ну, с точки зрения упрощения, да, это будет работать. С точки зрения того, что... Понимаешь, все судят из того, что показали. Тут показали шляпу. А вот так, если, ну... Понимаешь, промпт все равно разное будет выдавать. Ну вот, возьми и ГПТ каждый день задавай один и тот же вопрос. В течение 10 дней. У тебя 10 раз получится один и тот же ответ? Или нет? Вот с вот этим что они делать будут? Ну, то есть разработчик сказал, вот здесь вот должно быть дерево. Какое дерево? Привет, поставил дизлайк. Спасибо. Привет, пожалуйста. Технически, это можно сделать и Обращайся. сейчас уже. Нейронка сгенерит картинку локации. По картинке нейронка сделает модель. Далее нейронка напишет сюжет, напишет код. Нужно будет лишь сцену собрать. Суини пока не подсуетился на этот счет. Но деньги-то выделяют инвесторы, а для них это возможная прибыль от упрощения. Холопы сковают. Не, ну да, вот я чисто могу принять только если... Ну, это чисто для инвесторов сделанная история. То есть мы покажем, смотрите, что мы делаем. Инвесторы такие, которые вообще от игр, от техно... Они, ну, они про бабос, они про бабос, они не про вот это вот все. Как в фильме! Я играл там в Марио, там пиксели прыгали. А тут реализм. А я там когда-то там в детстве там играл. И все, и как бабос. Инвесторы ссоры. Но...
2,50-90. 2,50... Не одна, 2,50-90 надо было. 2. Это дофига было бы, если бы одна даже нужна была. Это уже дофига. А 2. У нас карточки сейчас, какой там прирост? В 40%. То есть даже если выпускается 60-90, она там в 40%. То есть даже она не потянет эту хрень. Вот это говнище, которое показали, даже она не потянет. Когда уже ждать выход игры от тебя? Какой именно? Вот этой, которая сейчас делается? Не скоро. А если FPS, который я делал, так можно скачать в него, поиграть, побегать. Ну так, чисто потыкаться. Там делать нечего особо. Ссылка в описании, если что. На Google Диск. Все бесплатно, все. А по поводу упрощений, ну да, вот, условно, как у меня вот здесь вот есть вот такие вот текстурки, писал, и вам картинка нарисовалась. Бац. Так, подожди, я хочу несколько врагов здесь видеть, допустим, 5. Не, команда игра уже нету ее. Я новую не писал, а старую. Восклицательный знак игра. Да, вот все остановилось. Хорошо. Плюс что с виджетами она будет делать? Как она будет работать, понимать с этим? Это сильно много расчетов на самом деле. Так, хорошо, есть. Теперь нам надо сделать вот эту кнопку. Вот эту вот всю штуку. Кнопочкой. Кнопочкой. Так, хорошо. Пу-пу-пу. Подожди, а что-то как-то многовато, не? Он взял это. Может, мне здесь вообще ничего не... О, не-не, подожди, падинг, это не туда отступать. А, все, пошел я нафиг. Понял. Понял. Там есть внутренние. Вот, подожди, а почему он? Бордер отсутствует, отступы. Тоже надо убрать. Маргион. Там у него есть маргионы. Не, подожди, я недоволен. Не, а чё, ему это не помогло? Бордер не растянулся. Это у Нейма есть отступа. 106 сделаем. Может, ему просто плохо? Нет. Короче, я не очень догоняю. Лишь у него отступ здесь. Наверное, вот из-за этого засранца отступ. А что это за дискотека вот эта вот? Раньше такой фигни не было. Это в пятерочке, да, он забацался. А, это за текст, он постоянно его передрачивает. Это он молодец. Игра, где последний пользовательчик отбивается от советчиков перейти в Макс. Да. Так. А ну-ка. 1, 2, а что это? 3, 5, 10, 0. Wrapping опер, характер wrapping. Что это значит?
Ну, еще плохо. Еще хуже стало. Слушай, как же ему плохо. Ёпики, это что такое? Почему он у вас постоянно пересчитывает эту шляпу? А? Что это такое? О, какая красота. Да, все очень легко и просто. Мы избавляемся от этого. Значит, это невозможно. Есть контакт. Это пофиксили. Давайте сделаем какие-нибудь тинты. Ну, первое, это понятно, что вообще нулевой должен быть. Нормальный он нулевой. Никакой. Overhead. Для ховера я, наверное, здесь сделаю, чтобы видно было. Чуть-чуть зазеленить его. Copy-paste. А для preset мы его сильнее зазеленим. Paste. Так, ну и этот мы уберем в нулину. Сбрось весь и в нулину здесь. Окей. Так, хорошо, есть. Теперь батон надо... батон надо как-то обозначить, что это батон. Бла-бла-бла. И вот здесь пропишем, что это батон. Пояснительная бригада. Что это? Тут включительная бригада. Бенджамин Баттон. Да. Components, батон, DTH. Дракол, а ты по этим, по анимациям как? Шаришь, не шаришь? В плане создания. Ну, я помню, что ты делал скид рукой. Как двухсмысленно. Если нормальный, неосуждаемый. Но а если прям анимации, именно анимации делать как-то? А фейлит, а почему фейлит? Я молодец. Батон. Как я делал дрочево рукой, а ты не оценил и откинул. Я не понял вопрос. То дрочево рукой, которое ты... Не то дрочево рукой, который анимацию, которую ты мне в FPS дал. Вот этот вот. Вот так вот делает. Шух. Вот я про эту анимацию. Так. Нам надо теперь подписаться на этот и сделать вызов метода. Так, тут ее функцион. Которые мы потом заменили на Ходакин. Ну и? Не, ну и я просто о том, что если что-то посерьезнее делать анимации, ты как? Могешь, не могешь?
Он... Вообще пресс, кстати, можно ставить, потому что, по-моему, пресс он Наверно, работает... могу что-то чутка посложнее Хадокена сделать. Но аниме типа ходьбы, прыжков, танцов уже не в моей лиге. Ну, боевых историй. Ну, там всякие скиллы разные. Эти вот... ДС какой-нибудь. Вот эта вся история. Ну, во-первых, могешь, не могешь, а во-вторых, интересно или неинтересно тебе такое было бы делать. Не особо. Я со своим проектом тоже жарюсь. Э, Не, ну... Жарко происходит там у тебя, да. Жарко, это мощно там у тебя. Так, нам надо on card selector.broadcast executive bound card info. О. Вот, такую вот историю нужно добавить. Ту-ду. Card selected. Card этот selected. У нас здесь level up сработает. Он возьмет контроллер, туда засунет где-то в нем. Проверит. Вообще ничего не засунет. Подожди, что? А, вот. Card selected. Не то. Это level up. Card selected сработает. Он опять проверит контроллер. Вызовет в нем card selected. Очистит horizontal box и схлопнет виджет. Card selected. Вроде глубоко не паузу интересуюсь подобным контентом, но YouTube уже второго человека с трансляцией, где кодят, выдает. Ну, значит, интересуешься. Но играми интересуешься, да? Тут игры разрабатывают. Игру. Все. Так, ну давай проверять. Смотри, что будет. Бам, помазали. Так, ну давай вот этот тык. Еще один левел получили тык. Еще один левел получили тык. Работает. Хорошо, идем дальше. False стоит. Дальше тут ду я поставлю. Add effects. Так, вот добавлю. Так. Что у нас дальше должно произойти? А дальше у нас должно произойти следующее. Мы должны создать, вытащить из вот этого card info. Ну, он не здесь это будет делать. Card info. Cardinfo.dcard. Мы должны вытащить, ну, он не знает, что такое dcard card. Точнее, не то, что вытащить мы должны вот этот эффект применить. И с эффектами там есть приколюшка, потому что их может быть несколько быть. Сейчас мы пока в моменте, когда поиска, мы этого не делаем, потому что там левел надо передать будет. У нас есть вот здесь специально уровень. Card level. Мы его передаем.